Добрый день, дорогие раки! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на лето 2024 года. Да, дорогие, лето надежд, и это июнь, июль и август 2024. Ну что, присаживайтесь поудобнее, будем с вами разбираться, каким же будет это лето. Да, ребята, все те, кто прошел весну возможность, но мы все до этого момента добрались. Да, где-то были сложности, где-то были трудности. Ребят, ну как всегда, трудности – это и есть основа жизни, которая заставляет нас становиться лучше, взрослеть, мудреть и набираться опыта. Итак, это лето, которое нас с вами ждет. Да, я назвала эту серию видео «Лето надежд», потому что все-таки я хочу, чтобы оно у вас было не сколько в надеждах, сколько в практических действиях, потому что здесь есть множество вариантов и в надеждах. И когда эти розовые очки спадут, я бы так сказала, да, но лучше, конечно, в те моменты, в которых есть трудности, в них, конечно, не пасовать, брать свои высоты и, конечно, бороться за лучший результат своей жизни. И вы, раки, уж точно знаете, что основная история про вас – это, конечно же, бороться эмоционально, мудростью и вообще выносливостью, да, своим эмоциональным интеллектом, как все можно преодолеть. Поэтому здесь, дорогие, я не скажу вам, что это лето нужно там лопатой махать, хотя кому-то и очень хорошо лопатой махать, и прекрасно. Здесь все-таки лето больше нацелено на то, чтобы преодолевать именно трудности эмоциональные, потому что если посмотреть на июнь, то июнь, конечно же, он более лайтовый из всех месяцев, да, июль посложнее и август по интенсивности, естественно. Но, ребята, когда вы помните, август в истории мира был такой простой и легкий, да, обязательно в августе всегда были плюс-минус неделька, всегда были какие-то сложности, да. Итак, ребят, поехали, естественно. Я надеюсь, здесь все понимают, что это возможные варианты развития событий. У вас у каждого есть своя натальная карта, по которой строятся прогнозы. И да, дорогие, я рассказываю общий гороскоп, который, естественно, у всех раков может проиграться совершенно по-разному. Все зависит от силы, выносливости, возраста, ну и, естественно, основных таких показателей – это дата, время и место вашего рождения, потому что у кого-то может быть аспектов еще больше, у кого-то может быть аспектов еще меньше, и для кого-то это лето будет беззаботное, если, например, вы рак, которому 22 года, у которого Юпитер делает там персональный аспект в карте, и у вас все так классно вместе с Ураном, да, то есть и вы такие счастливые, задорные по жизни. Если же, конечно, вы в возрасте 35-36 плюс, 40-45, в этом диапазоне времени, ребята, вы же прекрасно понимаете, что здесь жизнь уже посложнее, здесь уже трудности, и здесь уже не будет такой легкости и беззаботности. Вспомните свою молодость, да? Поэтому здесь истинная закономерность всех наших деяний, поэтому, как говорится, погнали. У нас уже за горизонтом, да, я бы так сказала, пройдена середина июня, которая еще отсвечивала весну возможностей. Я не скажу, что это лето без возможностей, нет. Но в это лето у нас есть эмоциональные события, к которым мы скоро с вами придем. И здесь всегда есть такой эмоциональный фон. А так как рак – это все-таки знак зодиака, который заточен на эмоции, если, конечно же, вы по своему солнцу живете, да, если же вы, конечно, истинный рак, и эмоции – это ваше все, и вы для того, чтобы пережить определенные трудности, соединяете в себе какие-то вот такие разные мысли, да, то здесь, ребята, конечно, у нас с вами из ближайших событий это, собственно, Солнце входит в знак Рака, это 20-21 июня, это у нас летнее солнцестояние, и, конечно же, да, уже эмоциональный, в принципе, день, который заставит задуматься, естественно, о чем думают раки, да, о чем жалеют женщины, да, как в известной песне, конечно же, о любви. Естественно, для истинных раков залог вообще счастья в этой жизни – это любовь, любовь взаимная, любовь в семье.
То есть это семейная жизнь. Естественно, здесь и Венера, и Меркурий в соединении с Солнцем, такой стелиум. Прекрасный эмоциональный день. О чем будут мысли, ребят? О том, что, возможно, что-то не так, возможно, что-то либо слишком хорошо, обычно и такое бывает тоже, да. Здесь история того, что, конечно, Нептун в квадратуре к Солнцу будет в прямом смысле про то, что да, ребята, хочется в надеждах где-то покупаться, иллюзорные моменты. И вообще у нас Нептун с 3 июля уходит в ретроградное движение, а это всегда неделя в его остановке, то есть плюс-минус 3 дня от 3 июля. Это всегда такая история, когда эмоции перекрывают, эмоций слишком много. Плюс еще, конечно, этот Нептун делает квадратуру к ракам, которые родились в первая декада, то есть первая половина декады, да, раков. И здесь история, конечно же, ребята, в ваших транзитных картах Нептун делает квадратуру к Солнцу, эмоции будут одолевать, будут волнения и переживания, личные события. Естественно, у каждого из нас Нептун отвечает за свои дома в натальных картах. У кого-то это муж, у кого-то это дети, у кого-то это финансы. Здесь история, конечно же, про то, про что будут ваши волнения. Оставляйте комментарии под этим видео, либо же досмотрите ролик до конца. Я в конце прикреплю видео Нептун в натальной карте, за что он отвечает у каждого из вас. То есть открываете натальную карту и смотрите, в каком доме он у вас расположен. Значит, на эту сферу вашей жизни он всю вашу жизнь будет и влиять. Ну вот здесь такого другого не дано. Такая уж закономерность, которая будет всегда складываться по жизни. И здесь, конечно же, что? Здесь всегда эмоции, здесь всегда переживания, здесь хочется вот как-то придумать получше жизнь, да, чем она есть, приукрасить. Нептун вот здесь про это. Либо же здесь депрессивное состояние, поэтому здесь старайтесь больше радовать себя, больше трезво смотреть на мир, на свою жизнь, потому что все-таки у нас перед разворотом Нептуна у нас разворачивается Сатурн, который, я бы так сказала, планета мега трезвости, да, то есть Сатурн отрезвляет очень максимально, и здесь, конечно, его разворот будет 29 июня, и, конечно же, ребята, да, мы немножечко здесь, все немножко остановимся. Сатурн отвечает за социальный статус, за финансы, за наше умение трудиться, преодолевать кризисы, сложные моменты в работе, в жизни, которые тянутся долго, легко, они обычно не бывают. То есть если это там 3-я петля Сатурна, то уже полегче, да, потому что первые 2 петли нас натренировали, да. И здесь история, конечно же, про то, что если мы умеем преодолевать кризисы и трудности, да, если в натальной карте сильный Сатурн, то тогда, ребята, да, конечно же, вам будет легче. Те, кто не владеет энергиями Сатурна, потому что Сатурн — это совершенно противоположная энергия знаку Рака, да, абсолютная такая энергия, просто наоборот. И здесь, конечно же, из своего такого эмоционального состояния полегче, да, нужно выйти в такие сухие, черствые эмоции для того, чтобы решить какие-то такие сложные задачи. Иногда жизнь заставляет так делать, ничего в этом такого нет, ребята, это просто очередные сложности, кризисы по жизни, которые, в принципе, здесь скажу, и Марс в секстилях вот к стелиуму в Раке, здесь, конечно же, будет получаться продуктивно, хорошо, медленно, но верно. Ребят, медленно, но верно, если делать, если преодолевать трудности, сложности, связанные с теми же финансами, потому что Сатурн разворачивается тоже недельку, плюс-минус 3 дня от даты. И здесь, конечно же, история, что если трудиться, то Сатурн, конечно же, дает и финансы, и ту продуктивность, конечно, не дает скорость и быстроту, да, но все-таки, если мы трудимся, то мы в итоге получаем все то, что мы хотим. Хоть и немножко подустанем, но все равно получим. Итак, июль. Идем июль, и июль у нас совершенно, я бы сказала, такой месяц, который нас с вами немножко закалит, отрезвит. Хотя в принципе, я не хочу сказать, что это очень плохо, есть и хорошие аспекты на начало июля, поэтому даже развороты Сатурна
и разворот Нептуна не будут такими, я бы сказала, грустными и пессимистичными. Здесь еще раз говорю, ребята, делать, не останавливаться, захочется залениться, потому что Нептун дает вот эту лень, вот эти иллюзии, ой, я ничего не буду делать, я лучше заленюсь. Особенно если в вашей транзитной карте квадратура Сатурна к Сатурну или оппозиция, то здесь, ребят, нужно потрудиться. Здесь не от меня зависит, что я вот так это говорю. Здесь как в жизни оно есть, так оно и происходит закономерности. Оголделый оптимизм — это прекрасно. Здесь, кстати, и Уран будет очень сильно помогать в начале июля, поэтому не останавливайтесь. Свои неординарные идеи, если что-то новое в голову вам взбредет, тоже внедряйте, делайте, продвигайтесь, не останавливайтесь, потому что, еще раз скажу, что летом сделать множество для своей работы будет гораздо легче и проще, чем это будет сделать осенью. Вспоминаем, осень всегда какая бывает в жизни. Осень всегда, я бы сказала, такая сложноватая и нацеливает всегда на такую борьбу, на мега-выживание, на сложности, когда год подходит к концу, нам хочется объять необъятно. Ну, то есть, и не скажу, что эта осень будет как-то отличаться от другой осени. Много ретроградных планет завершают свой путь кармические узлы по знаку Овен, Весы, да, и здесь, конечно же, мы до сих пор будем все и летом, и осенью в таком внутреннем мотиве, как поступить по справедливости или как хочется дерзко, то есть посмотреть на других или быть таким дипломатичным, да, поэтому здесь история такая, знаете, ребят, летом аспекты приятнее. Ну уж июль, конечно же, нацеливает на работу, на результат. Уж по крайней мере, даже вот эта фаза уходящего лунного цикла с 22 июня, да, 22 июня у нас с вами будет полнолуние, и до 6 июля, до следующего новолуния у нас хорошие, прекрасные аспекты на реализацию, на работу. Здесь главное не уйти в депрессии, не уйти в иллюзии, в лень и такая история. Но, еще раз скажу, если вы запланировали себе отпуск, отдых, и здесь история про такое, что вы давно хотели отдохнуть, и у вас все складывается хорошо, естественно, прекрасное время для отдыха, прекрасное время для релакса в том числе. Идем дальше, в новый, я бы так сказала, месяц лунный, да, 6 июля у нас с вами новолуние, и новолуние у нас в Раке. История про то, что нам хочется, чтобы это вот все вот продлилось вот так вот классно, приятно и замечательно. Идем дальше, и 7 у нас с вами июля у нас начинает складываться такой достаточно напряженный аспект. Это Венера-Плутон. Венера-Плутон — это всегда про личную жизнь, это всегда про отношения, это всегда про финансы и про тот уровень выносливости, который мы можем себе позволить, про тот уровень кризиса, который мы можем держать. И здесь, конечно же, в этот же момент у нас начинает соединяться Марс-Уран, который находится в Тельце. Соединение Марса-Урана — это аспект, когда мы хотим максимально проявить свою свободу, выплыть на хайпе, что-то новое внедрить. И я вам скажу, что для работы это прекрасный аспект. Для того, чтобы в работе внедрить что-то новое, что-то активное. Еще и Сатурн здесь будет благоприятен как раз-таки к действиям. Да? Юпитер тоже хорошо работает в этот момент и на решение тех самых кармических задач, которые вы сейчас решаете. Это я говорю к тем ракам второй декады, да. И здесь, конечно же, но Венера-Плутон — это всегда про внутренние эмоциональные кризисы, кризисы в любовных отношениях. Почему вы не идете в глубину своих отношений, почему вы не идете в глубину своих финансов, в том числе, почему вы боитесь зарабатывать больше, различные установки, различные истории с прошлого, прошлые романы, истории с бывшими, которые вас где-то напугали, было оказано определенное давление, и вы решили больше. Нет, я лучше либо в отношения не пойду, либо я не буду столько зарабатывать, чтобы не создавать столько проблем, потому что Венера-Плутон — это всегда аспект, который, если тем более он у вас есть в натальной карте, это аспект очень богатых людей.
То есть это аспект, да, сложной эмоциональной личной жизни, семейной. Но это те партнеры, которые, если начинают в этом разбираться, они понимают, что они могут преодолеть эти кризисы. Естественно, это все преодолевается путем разговоров. Ребят, ну вот душевно, вот именно как раки любят и понимают, обнять, понять, простить, поговорить. Можно, конечно, легко расстаться, потому что Марс-Уран в соединении – это история, когда можно легко расстаться. Абсолютно, однозначно легко забыть, бросить и сказать: ой, да ладно, в новые отношения войду и все у меня там будет. Ребят, но история такова, что в новых отношениях всегда срабатывает тот же самый механизм, особенно если вы через какое-то время вернетесь к вашим мыслям, к вашим желаниям, мечтам, амбициям, потому что развернувшийся в начале июня Нептун, он как раз-таки все-таки про мечты в глобальном плане, чего же нам все-таки хочется. И мы вот весь июль будем вот эту историю, я бы так сказала, раскапывать. Нет ничего в этом такого сложного. Вы откроете новые грани себя, вы подниметесь в финансах, если, конечно же, вы захотите, у вас есть такая амбиция, вы хотите семью в достатке, если вы хотите зарабатывать хорошо. У кого-то нет такой амбиции, кому-то вот определенный уровень жизни нормально, достаточно и хорошо. И здесь нет хороших и плохих. Здесь есть только то, что вы хотите в своей жизни видеть. Амбициозный вы человек, насколько вы человек амбициозный, и, пожалуйста, действуйте. Я же всегда говорю, что нет ничего плохого в характере, либо в амбициях. Главное уметь вот это вот направление в нужное русло направить. Итак, с 7 по 18 июля у нас история любовных отношений, личной жизни, в работа, бизнес, карьера. Она у вас будет вверх, либо она у вас пойдет вниз. И здесь история того, как вы сами справитесь с этими трудностями, потому что нету здесь варианта такого, что я сейчас расстаюсь и все. Есть только ваша выносливость, ваше желание стараться, трудиться в этом плане и повышать свои отношения на новый уровень. Открою секрет, ребята, нет идеальных отношений. В любые отношения заглядывает кризис. В какие-то он заглядывает на 1-м году брака, в каких-то там на 5-м, на 7-м, на 10-м, у кого-то на 18-м году брака, и такое в моей практике было. И здесь история, ребята, не про то, что кто-то хороший или плохой, нет. Просто вот люди живут вместе, и когда они хотят вот прям вот подняться, тогда, естественно, возникают трудности. Но, естественно, если вы подняться не хотите, если вас вот в принципе вот так вот все устроит, то и трудностей таких особо по жизни не будет. Поэтому здесь прекрасно понимаете, что все должно быть в легкости и безболезненно, я бы так сказала, для эмоций, да. Но это такая история. Это история, которая хорошо продается сейчас в интернете. Я же все-таки за реальный истории жизни, что даже дети рождаются не в легкости, да, это все равно процесс физиологический. Поэтому, да, для того, чтобы накачать мышцы, нам тело тоже всегда болит и ломит. Поэтому здесь давайте реальность подключаем. Итак, заканчивается этот июльский период у нас 21 июля. У нас, дорогие мои, любимые раки, полнолуние. Полнолуние снова в Козероге, то есть у нас было полнолуние в июне в Козероге, а сейчас у нас полнолуние в Козероге, да, 21 июля, где Луна в соединении с Плутоном, где вот эти вот все эмоции, которые вот мы обрабатывали и работали над собой весь июль, они сейчас, ну, придут к нашему такому логическому завершению, подведению итогов, к нашему выбору. Решили мы все-таки трудиться, идти дальше, усложняться, либо мы сдаемся, выходим из отношений. Здесь все зависит, конечно же, от каждого. Я, конечно же, люблю читать ваши комментарии, когда вы мне пишете и говорите, что у нас получилось сохранить союз, у нас получилось остаться вместе, нас очень много связывает, и мы подросли в этих отношениях, мы идем дальше, и это так классно. Это на самом деле ценные эмоции, которые дают вам вот такую внутреннюю гордость за себя, какие вы молодцы. Это тот момент, который все-таки заставляет нас собой не просто гордиться, а понимать, что мы перед трудностями стойки. Сложный эмоциональный день будет 21 июля, потому что все-таки
и Меркурий будет в квадратуре с Ураном, когда захочется неординарности, сделать какие-то неоднозначные действия, да, то есть поступить как-то по-своему, выплеснуть эмоции. Будьте внимательны за рулем, будьте внимательны в том, что вы говорите и делаете, как вы реагируете на мир. Но скажу, что даже здесь Нептун будет уже не настолько злой, не настолько такой напряженный. Вот к самому вот этой эмоции будут располагать теплые, добрые, душевные. Поэтому да, дорогие, конечно же, чем будет полна ваша эмоциональная чаша, то и польется. Идемте дальше. Уходящий лунный цикл у нас с вами включается потихонечку к концу июля. У нас складывается Венера, Уран, и это, конечно же, последняя неделька июля и начало августа до новолуния. Новолуние у нас будет 4 августа. Новолуние будет во Льве, дорогие. И здесь, конечно же, вот этот момент, последняя неделя июля и до новолуния августовского у нас складывается квадратура Венера-Уран. Про что Венера-Уран? Венера-Уран — это всегда аспект разводов, когда в любовных отношениях мы настолько негодуем, мы настолько хотим чего-то нового, свежего, нас напрягают старые установки, правила, да, которые нам навязаны там, семьей, например, обществом. Да. Скажу одно, этот аспект временный, этот аспект не навсегда, и у нас с вами с 5 августа начинается ретроградный Меркурий, и Венера, Уран уже будет распадаться как аспект, и уже будет он не такой сильный. Максимальная мощность, конечно, этого аспекта Венера-Уран — это с 30 по 3 августа. Конечно же, максимально сложно, максимально напряженно. Здесь, конечно же, Венера отвечает за финансы, за любовь, за наш выбор вообще, в принципе, да. Уран отвечает за все новое, обнулиться, все бросить, за свободу. Либо же, если вы владеете сложными энергиями Урана, вы владеете сложными знаниями по жизни, ну и большинство людей вас считают какими-то такими странными, ненормальными, ну все уранисты это на себе чувствуют, то здесь история того, что вы, возможно, уйдете в новые знания, в освоение новых историй, связанных с финансами. То есть вы будете усложнять, я бы так сказала, свои мозги на тему финансовых достижений. История на самом деле хорошая, если вы как раз-таки идете в усложнение своей финансовой материальной части, здесь тогда проиграется просто отлично, да. Если же вы решите на этом аспекте в этот момент времени выяснять отношения в паре, получится не очень хорошо. Поэтому здесь, конечно же, я бы вам сказала, вот эту недельку потерпеть, лучше назначьте себе какое-нибудь свидание с партнером новое, внесите новизну в свои отношения для того, чтобы вот сделать их как-то поновее, как-то обновить, что-то новое, что-то приятное внести. Поступите не как обычно там у вас, как складывались свидания, вечера, то есть что-то новое внесите в свои чувства, и тогда этот аспект не будет настолько напряженный для вас, да. Конечно же, здесь абсолютно такая история финансовая, в том числе будет, я бы так сказала, стучать в спину, но чуточку позже, да, пока это будет только вот такая эмоция, которая в себе, а более кропотливая работа и уже действие включится с точки зрения зарабатывания, включится все-таки с 13 августа. А пока у нас ретроградный Меркурий с 4 августа и по 28. И самое, я бы так сказала, ну не самое такое страшное и печальное, сколько вот ретроградный Меркурий, потому что ретро-Меркурий у нас будет в Деве, и с 5 по 15 августа он будет идти еще в Деве. И только к 16 и до 28 он будет во Льве. Два периода. До 15 августа период не столько напряженный, потому что здесь ретро-Мерк в Деве, мы внимательны, мы критичны, мы еще способны находить в документах какие-то ошибки. Если мы что-то где-то
повели себя не так, да, то есть мы способны еще реагировать адекватно, потому что Дева все-таки заземляет Меркурий. С 15 августа захочется все купить, все продать, захочется вот прям с финансами по-разному себя поступить. Я бы советовала копить, не тратить в этот момент, да, то есть это с 15 по 28 августа, пока ретроградный Меркурий идет по Льву. Также у нас с 13 августа у нас складывается оппозиция на небе. Венера-Сатурн, когда мы четко понимаем, так, в наших отношениях бардак, но будет как раз-таки сила с точки зрения реальности навести порядок в отношениях, договориться, ну то есть выяснить все эти отношения и понять, если ваши отношения, если вы нацелены на то, чтобы эти отношения были в долгу, на стабильность, тогда да, ребята, этот аспект будет вам только помогать. Если вы хотите погулять, потусоваться и расстаться, ну, тогда этот аспект вы расстанетесь спокойно. Все еще раз говорю, зависит от вашей силы и желания за эти отношения бороться. Ну, скажу так, в этот момент еще будет Марс в соединении с Юпитером, да, и здесь, конечно же, если вы хотите расстаться, эго и гордыни будет с лихвой. Для того, чтобы расстаться, всех обвинить в своих грехах и тому подобное. Но если же вы идете в долгу, то, конечно, вам захочется все предъявить, но мироощущение и реальность этого мира все-таки вас немножко отрезвят и получится. Поэтому здесь, понимаете, здесь никто вам, ни один человек, ни астролог, ни родители, никто не скажет, надолго вы с человеком или нет. Ну, как я, в принципе, могу сказать, конечно, надолго вы с этим человеком или нет, но это должно, понимаете, вот от сердца идти, от каждого персонального сердца. Что вас связывает с этим человеком? Хотите ли вы в конечном итоге просто обниматься и прожить жизнь вместе? Вам хорошо, душевно, комфортно? Если да, то вы и денег вместе заработаете, и карьеру построите, и вас не должно это пугать, ребят. Хотя в условиях настоящего мира это основной такой материальный аспект. Хотя еще раз вам говорю, Рак – это знак зодиака, который все-таки сначала идет, основывается на нематериальный, а на эмоциональный свой внутренний мир. И это для вас, дорогие, основа основ. И чем быстрее вы это поймете и начнете действовать по сердцу, тем быстрее все сферы вашей жизни потянутся наверх. Итак, с 13 августа у нас складывается вот этот самый, я бы так сказала, сложный момент этого лета, когда эмоции будут переполнять. Эмоции будут переполнять, давление. Меркурий перешел в знак уже Льва, когда хочется вот так вот быстренько вот эту вот всю историю разрулить, когда хочется в легкости, когда не хочется никаких сложных движений, хочется свободы. И да, здесь, конечно же, история про то, что у нас к полнолунию, который будет в августе 19 и 20. Почему две даты? В западном полушарии 19, в восточном полушарии это 20 уже. И здесь, конечно же, самые точные, напряженные, сложно будет полнолуние. Полнолуние будет у нас в Водолее. Здесь, конечно же, необходимо нам будет разобраться во всем том, что мы хотим. Напряженный Юпитер, напряженный Сатурн, напряженная Венера, напряженный Меркурий и напряженный Уран. Чего не хватает? Ну, не хватает, пожалуй, напряженного Плутона, кто смог бы здесь все разрулить, да? Но здесь история того, что Плутон, вот еще чуточку, да, уже будет чувствоваться движение вот этого Плутона. Плутон поменяет знак и войдет в знак Козерога, который будет делать, и он будет с этого положения делать оппозицию на Солнце раков. Тех раков, кто родился я бы так сказала, в третьей декаде. То есть, да, ребята, вся та история, которая случалась с вами последние 2 года, когда в ваших транзитных солнцах Плутон делал оппозицию к вашему натальному солнцу, да,
Здесь история того, что будет опять эта сложность, но это финальная, я бы сказала, такая петля Плутона. Он в этом году уйдет уже с Козерога и больше к вам не вернется. То есть уже потом с этими трудностями будут бороться львы. А здесь все-таки от вас убегает эта планета. Скажу так, что вот эти последние 10 дней, 2 недели августа будут эмоционально сложными и напряженными. Здесь, конечно же, я про реальность, я про самообладание. Гордыня будет вот лететь, нам будет казаться, что мы все знайки, что мы разбираемся во всем, что мы суперпрофессионалы, но реальность нашей жизни будет показывать, к сожалению, то, что есть. Кто что заслужил, кто что сделал, кто что заработал. Здесь, конечно, я желаю, чтобы не разбилось вот это лето, оно не оказалось таким, знаете, как в названии этого видео, чтобы это не было лето надежд. Да? Поэтому здесь, конечно же, снимайте розовые очки, включайте реальность, самообладание. Это не такая история, ситуация, что это конец света и все. Нет, это просто очередной кризисный момент. Плюс еще не забываем, мировые события в масштабном своем формате тоже будут на нас, на каждого влиять. Мы будем эмоционировать, мы будем, естественно, тратить много времени для того, чтобы высказаться. Еще и ретроградный Меркурий, сами понимаете, да? Здесь история того, что хотелось бы мне сказать, ребята, что все будет классно, прекрасно, гармонично, радостно и весело и душевно, но открывая все-таки реальные вещи, я не могу вам сказать, что у меня все отлично, у меня на небе черные аспекты, которые говорят нам: включаем терпение, самообладание, и все у нас будет хорошо. Это не вечно, на недельку, на другую мы это все переживем, и у нас будет сентябрь, который, между прочим, несмотря на коридор затмений, он будет чуточку, вначале мы выдохнем. Но тоже понимаете, что это такая история, которая у каждого своя. Мы все родились в разное время, место рождения у нас, да, и мы у каждого своих аспектов больше, других аспектов меньше. И если говорить обобщенно, то это, ребят, общий гороскоп, у каждого свое. Если вы хотите знать чисто про себя, оставляйте в комментариях под этим видео, указывайте обязательно дату, время, место рождения и ваш вопрос, и я отвечу, что есть в астропроцессоре. Беззаботное, легкое будет у вас лето, или же придется все-таки трудиться, отдыхать. Но еще раз говорю, что отдыхать можно в любое время года. Было бы желание, возможности и настроение. Настроение, дорогие раки, мы создаем сами. Дорогие мои любимые, это был ваш гороскоп на лето 2024 года. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях. Если у вас есть желание пообщаться, я буду рада всех услышать. И, конечно же, по классике в конце актуальные ролики. Если вы их не видели, посмотрите и примите верное решение. Я желаю вам продуктивного лета для того, чтобы те сложности, которые есть в жизни, вы их брали с лихвой и понимали, что трудности – это не есть плохо. Это говорит о том, что мы просто начинаем расти и идти к своим целям. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели до конца, и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.